Приветствую вас на своем канале. Меня зовут по-прежнему Алексей, и с вами канал Технологии из гаража. Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто откликнулся на мою просьбу и поддержал канал. Друзья мои, большое спасибо вам за поддержку. Я имею в виду тех, кто переслал донаты. Друзья мои, спасибо. Вы мне очень сильно помогли. За всю свою историю существования канала 3 человека всего лишь меня поблагодарили. Спасибо, друзья. Так вот, прежде всего хочу еще извиниться за то, что не так часто выпускаю ролики, не так часто отвечаю на комментарии. Все дело в том, что у меня разъездная работа, которая требует много времени. Я редко провожу время дома, уж нет времени сесть за компьютер, не говоря уже, чтобы засесть за проекты в гараже. Но стараюсь находить время и выпускать ролики, поэтому я не могу стряпать ролики, как горячие пирожки, иначе спущусь до пустого контента. Так что извините меня, что не отвечаю на вопросы и не так часто делаю ролики. Сами понимаете, время, работа, семья и все прочее. А тут еще бывают непредвиденные обстоятельства, так что не всегда приходится выпускать ролики. За это, я думаю, поймете меня. Так вот, я когда приехал с очередной командировки, заглянул в комментарий и ужаснулся. Столько грязи льется, а я балдею. И тут мне пишут, что тебя тут разоблачили. Я так спускаюсь по ссылке и думаю, кто же это меня такой разоблачил? Открываю. Вау, не как-то сам Андрей Тирхта, великий гуру вечных двигателей, БТГ-генераторов, не залипающих магнитных елочек. Кстати, можно хотя бы один образец посмотреть вживую, а то столько разговоров, а ВОЗ и ныне там. Ну ладно, посмотрим, в чем же это он меня разоблачил. Я так открываю ссылку, смотрю, у него те же самые вопросы, что и у вас. Поэтому я решил сделать видеоролик, как видеоответ на все ваши вопросы. Потому что я не могу персонально каждому отвечать. Так что я потрачу всю оставшуюся жизнь на отвечая на ваши вопросы. Вас 23 тысячи, большинство из вас хочет со мной встретиться, так что переговорить по скайпу, в личку и все прочее. Я уже говорил не раз, что я скайп ловлю на флешку. И у меня скорость интернета очень отстойна. А если я включаю скайп, то он вообще глючит. Поэтому извините заранее, что не могу переговорить. Я бы тоже хотел со многими переговорить. У вас тоже возникают такие вопросы. Как говорится, вживую побеседовать, не получается. Видите, как только перед наши края проведут высокоскоростной интернет, тогда и переговорим по скайпу и по всему прочему. С этим, думаю, понятно. Вообще, кто-то хоть когда-то видел, как падает, допустим, вертолет или самолет? То есть, прежде чем упасть, он планирует. Он сразу бух не падает, как подрезанный, как будто он висел на чем-то, и подрезали его, он упал. То есть, если есть какие-то процессы в этой штуке, то есть она крутится, есть магнитное поле, оно постепенно нарастает и увеличивается. И потом, когда постепенно нарастает, вот эта штука, она не будет вот так вот. Вот, смотрим, видим, да, внимательно. Он отключает клемму. Все. Долбан. Все. Она мгновенно упала. Она не планировала вот так и постепенно. Она просто упала как ведро. То есть как подрезанная штука. Даже. Так вот, он задает вопросы. Вопрос первый. Он говорит, что диск у меня неправильно висит, неправильно падает. Думаю, боже мой. Ребята, а вы что, каждый день запускаете антигравитационные диски? Вы знаете их физику, природу, вы знаете, как они зависают, как они падают? Честно говоря, этот вопросы такие детские задают некоторые. И это люди, которые занимаются физикой. Вообще, я поражен, я в шоке. Так вот, для тех, кто в броненосце Потемкин, и лично для Андрея Тирхты объясняю, что вертолеты летают за счет разрежения воздуха сверху
и сжимание снизу своими винтами. Поэтому из-за этой разницы давления он и летает. А когда у него отключается двигатель, он продолжает парить и планировать, потому что снижается за счет движения аэроротации. С этим, думаю, понятно. А вы кто-нибудь видели, как работает электроэкскаватор? Он поднимает, вот посмотрите на видео, да? Он поднимает, включает электромагнит, к нему прилипает металл и поднимает. И когда отключает, какие-то доли секунды металл размагничится и падает. То же самое у меня. Диск парит за счет того, что создает тороидальные вихри, которые экранируют гравитационные волны Земли. И стоит параметрам измениться в какую-нибудь сторону, параметры уходят, завал, как говорится, диска происходит моментально, ну, с небольшой задержкой, и падает он как ведро с гайками. Вот тот же самый процесс есть у датчика Холла. Кто-нибудь понаберите в интернете, посмотрите, как датчик Холла работает. Он включает и выключает электромагнитные поля, которые удерживают на одном расстоянии какой-нибудь металлический предмет. Стоит его отключить или приблизить больше, поля увеличить, он либо притянется, либо упадет. Тут с этим, думаю, все понятно. Параметры ушли, завал происходит моментально. Ну вот, я думаю, такие детские вопросы больше мне не будут задавать. Смотрим внимательно. Оставляет камеру, причем камера засвечивает, очень видно ужасного качества. Перед этим мы смотрели, вот зелененькая травочка, видно прорисовка, все четко, кадры, как бы все понятно, да? И тут резкий переход. Раз, ужасное качество. Ну вот второй вопрос. Почему вот у меня такое качество было сначала нормальное, а потом, когда поднял камеру, стало плохое? Ну тут тоже, думаю, понятно. Вы выйдете как-нибудь в солнечный день, поснимайте зеленую травку внизу, а потом поднимите камеру вверх, ближе к солнцу, ну, и солнце засветит его моментально, качество ухудшится. То же самое происходит, когда человек выходит из темного помещения на улицу в солнечную погоду. Тоже глаза начинают слепить. Первое время он так плохо видит. То же самое у меня камера снимала внизу траву освещенно, хорошо было. Стоило поднять на уровне облаков, свет падает на экраны, качество ухудшается. Ну, думаю, тоже такой детский вопрос задают люди, которые снимают, занимаются съемкой и знакомы с техникой. Тут, я думаю, тоже вопросов не должно возникать. Этот момент меня больше всего убивает. Зачем камеру оставлять, чтобы показать? Камеру берешь в руку, обходишь с камеры и показываешь. Вот ничего нету к ней. Ну, вот третий вопрос. Тут мне он задает, почему близко не снимаю? Взять камеру, что стоит взять камеру, подойти, обойти вокруг с близкого расстояния? Вы знаете, там слишком сильные электромагнитные поля. И камера глючит просто-напросто. Я уже пробовал с близкого расстояния снимать. Мой смартфон заглючил. И вот даже электронные часы, по которым я делал замеры времени, в то время, когда мне нужно было включать, отключать клемму с аккумулятора, тоже заглючили. Пришлось мне пользоваться механическими часами. Так что, думаю, с этим тоже все понятно. Вы кто-нибудь тоже смотрели передачи про НЛО? Там тоже, когда появляются неопознанные летающие объекты, отключается радиоэлектронная аппаратура, радиостанции и останавливаются машины. Здесь примерно то же самое происходит. Стоит поднести слишком близко, все, электроника отказывается работать. Ну ладно, думаю, с этим тоже понятно. Вот важный момент также. Смотрим. Вот диск положения. Вот его голова. Вот этот диск, который левитирует. Он подходит и начинает дергать за провода. И поднимает его. Чуть-чуть он поднимается выше, ниже, да? Когда он от него, смотрите, он его поднимает. При этом важный момент, обратите, что за провода он берется. Если бы там было высоковольтное, его бы
ну, било бы конкретно, скажем так. Даже провод в изоляции, если вы его берете, там идет высоковольтный, там идет 2 ТДКС и качер. 2 высоковольтные линии идут к нему. Подходит. Его не бьет никак. Он берет за диск, он берет за эти провода, дергает. При этом идет мощнейшее насыщение магнитным полем. Мощнейшее излучение качера, мощнейшее излучение высоковольтное ТДКС. Все это вместе, там очень сильно мощное. Там настолько мощное. Вы видели, да, как летает ионоплан? К нему прикоснуться нельзя, он бьет, он постоянно шипит и бьет током. Здесь все нормально, он бьет, ну, то есть человек трогает его никак, никакой реакции. Даже не, то есть его не бьет. Видели, как криосаны те же самые? Это эффект Бифельда-Брауна. Вау! И это никого не удивляет. Самое интересное, что это никого не удивляет. Ну вот, наконец-то третий вопрос, вернее даже четвертый. Почему не бьет током? Ну да, действительно, единственный грамотный вопрос. Как видите, там заходят 3 провода, по которым идет питание на электромоторы дисков, высоковольтное напряжение с ТДКСника и средний провод идет с качера. И действительно, почему же меня не бьет током, когда происходят такие сильные, как говорится, напряжения? Должно ведь пробивать. И вот специально я подготовил видео, которое объяснит, почему же меня вдруг не бьет током. Ну, это я сейчас покажу вам в этот ролик. Желаю посмотреть вам, и у вас сразу отпадут вопросы. Итак, поехали. Ну а теперь перейдем к высоковольтной части нашего эксперимента. Все задаются вопросом, почему же меня не торкает током, когда я беру за высоковольтные провода в кучу и не пробивает напряжение. Сейчас я продемонстрирую вам под камеру, что как я делаю, и у вас отпадут все сомнения. Ну, начнем с качера. Включим. Вот, беру, цепляю крокодильчик. Вернее, вот так лучше сделать. Завожу провод в сам качер. Видите? Вообще не бьет. Вот. Берусь, видите, фитонка. Сейчас я камеру поближе поставлю. Вот она, фитонка. Чуть-чуть покалывает, так что не страшно. С этим, думаю, понятно, почему качер не бьет. Вот представьте, что этот диск я завел на средний диск провод, остальное на качер. С этим ясно. А теперь самое интересное, высоковольтная часть эксперимента. Почему же я взялся за высоковольтные провода, меня не пробило ничего. Сейчас я вам под камеру это все продемонстрирую. Итак, что мы тут имеем? Вот это диммер, задающий напряжение на балластровом трансформаторе от галогеновых ламп. Дальше идет ТДКСник, он повышает напряжение там до 6-10 киловольт. Итак, внимание, вопрос. Как же я взялся за провода? А у меня на диске там где-то около 30 киловольт. Там бы пробило бы по-любому. Теперь поставьте на паузу, напишите ваши ответы, ваши версии. Как бы вы провели 30 киловольт на диск, чтобы у вас не ударило, чтобы можно было за провода взяться. Видите, я их обмотал, чтобы видно было, чтобы тут не пробивало. Итак, вот, поставили, ответили. А теперь, внимание, правильный ответ. Мы диммером задаем напряжение на балластровом трансформаторе до пробоя, до того, как тут не пробивало, чтобы можно было взяться рукой, ничего. А сам умножитель уже монтирован на самом диске.
Поэтому там уже повышается до 30 киловольт. Здесь у нас идет, смотрите, включаю диммер. Беру под камеру провод. Видите, коронирует разряд. Я держу провод, вот он, меня не бьет. Судя по дуге, тут где-то 10 киловольт. А сам умножитель уже у меня расположен в самом диске. И там уже повышается до предела 30 киловольт. Вот, как видите, все гениально просто. Такие вопросы задают только те, кто не знаком с моими инженерными решениями. Так что вот, на поверку все оказывается логично и все объясняется. Ну вот. Я думаю, у всех отпали сомнения, почему я взялся за провода и меня не ударило. Так что с этим, думаю, понятно. Снимаем клемму. Сейчас диски размагнитятся. На какой-то секунде они упадут. Заметили, да. Сейчас диски размагнитятся, и он куда-то идет. Диски не размагнитились, когда он клемму снял. Они висят. Диск постоянно висит на одном и том же месте. Ничего не размагнитилось. Ничего никуда не падает. Смотрим. Ну вот. Так вот, пятый вопрос у него там. Почему диски не размагнитились, когда я отхожу? Ну, и я уже показывал, что в дисках стоит умножитель. И в нем остается какое-то время заряд он держит. Потом немножко начинает заряд понижаться. Происходит завал параметров и диск падает. Вот поэтому я по часам смотрю примерно, в какое время нужно подключать и отключать высоковольтное напряжение на ТДКСнике. Но с этим понятно, думаю. Слышали, да? Тр-тр-тр-тр. Слышали? Я сейчас это сделаю, смонтирую. Я вам вставлю вот этот. Включите на весь звук. Еще раз. Слушаем внимательно. Более подробно. Сейчас на какой-то срыв будет. Тр-тр-тр-тр. Как будто что-то разматывается. Тр. И падает. Это тоже никто не заметил, правда? Ну и третий раз. Бог любит троицу. Все. Долбан. Все. Никакого планирования. Ничего. Просто упало как дырявое ведро. Ну и последний вопрос. Тут некоторые говорят, когда он падает, слышно шум катушки и лески. Ну, думаю, кому он там послышался, ну, возможно, кому-то и слышится что-то. Вы знаете, так может докопаться и до столба. Дело в том, что там конструкция, я уже когда испытывал много раз, она уже расхлябалась, и когда она вибрирует, она вот издает такой звук, похожий на разматывание то ли катушки, то ли лески, не знаю, кому-то слышится леска. Кому-то катушка там, что-то с веревкой. Вот. А то, что палка скрипела, ну, это я просто ходил вокруг, случайно наступил на ветку. Вот. И вы еще многие там спрашиваете, почему там колышется майка у меня, когда я подхожу к нему. Дело в том, что там работает два диска, на котором стоит магнит. Он немножко как вентилятор, гоняет воздух. И тут колышется майка. А то, что он колышется в такт с деревьями, ну там ветер, и он, естественно, немножко его колышет. По ходу движения ветра, немножко, да, немножко там в такт раскачивания ветра колышется с деревьями. Ну, тут-то, думаю, какие вопросы возникают. Ну да, он хотя и левитирует, но все равно имеет природу плотную, поэтому его ветер колышет. Видели, там 3 диска стоят, он они как парус работает. Немножко, да, ветром его колышет, сносит. Ну вот. Я думаю, с этим все понятно. Ну а теперь, друзья, перейдем к практической части нашего эксперимента. Сейчас я вновь вам продемонстрирую левитацию диска, только у себя дома. И для того, чтобы вас убедить, я покажу вам кое-что.
Я просто на него накину сверху вот такое вот кольцо, шланг кольцеобразный. У вас все сомнения отпадут, что это лес. И как год назад, помните, снимал, здесь вот проходила моя тень, здесь была аппаратура, которую я регулировал. Вы впервые видите приборы, которых я не показывал на этом. Вот это вот индикатор гравитационного поля. Я его при помощи него настройки делал. И вот наш диск. Ну вот, то же самое, тот же дом, та же квартира, вернее, комната. И так же, как год назад, в этом же месте я проведу повторный эксперимент. Ну вот он наш диск. Я не снимаю его с близкого расстояния, когда он включается, для того, чтобы не глючил телефон, вернее iPhone. Потому что мои электронные часы и другая электроника во время работы диска отключается с близкого расстояния. Вы знаете, феномен НЛО то же самое повторяется однозначно, потому что когда вот НЛО появляется, отключаются и машины останавливаются, и мотоциклы, и вся электроника, радио и все прочие приборы. То же самое с айфоном. Вот мой диск. Кто-то думает, что я замаскировал дрон. Нет. Ничего не замаскировал. Все то же самое. Это не вентиляторы, это два диска. Те же магниты. Ну вот. Так, устраивайтесь поудобнее, сейчас я сделаю. Ну я пропущу вот этот долгий процесс, как говорится, настроек. Я вам покажу только сам взлет и накину кольцо. Потому что нет смысла сидеть столько времени ждать, пока я настройки сделаю. Так что вот, где-то с этого расстояния опять. Вот, думаю, отсюда, будет видно. Или вот так вот даже. Сейчас я подготовлюсь и начнем. Сейчас, минутку, поймаем момент отрыва. О, начинается. Сейчас поймаем момент отрыва. Пошла. Есть. Сейчас. Зафиксируем, попробуем стабилизировать положение, чтобы не шаталось. Сейчас, минутку. Вот это кольцо сейчас пропустим через этот верх. Как видите, тут нет разрывов, ничего. Сейчас я накину сверху. Ну вот. Есть, летит. Итак. Убираем клемму. Нужно постоянно регулировать. Вот она все висит. Она даже смотрится как НЛО. Домашняя гравицапа. Сейчас убираю клемму с катчера. И она сейчас долбанется. Не так быстро, правда, а медленно. Все убрал. Сейчас ждем минутку. Есть. Ну вот, дорогие друзья, судя по всему вышеизложенному, я понял, что мне брошен вызов, и вызов серьезный. Как видите, я на него ответил. Надеюсь, всех удовлетворил ответами. Ну вот. И, наконец, самый главный вопрос, который всех так очень долго волнует. Когда же я выложу схемы и описание гравилета? Друзья мои, в следующем ролике. Но перед ним может быть какой-нибудь проходной, потому что, чтобы подготовить чертежи, всякую документацию, все прочее, всю теорию, теоретические изложения, и все, все в таком виде, уйдет какое-то время, потому что нужно это все, как говорится, сначала обмозговать,
выдать, как сказать, в том виде, которым был понятен бы вам всем. Дело в том, что этот диск такая хитрая штука. Он кажется простой на первый взгляд, да, все очень просто там. Схемы простые, может любой радиоэлектрончик собрать и все прочее. А вот вся хитрость заключается в том, что если не знать, как настраивать, так и не получится того эффекта, который вы ждете. Кто покупал эти, допустим, спутниковые антенны, тот знает, что тоже вроде бы простая штука, но там хитро настраивается. Нужно знать некоторые нюансы. Так и здесь. Если вы не знаете теории, вы не сможете его настроить. Поэтому я должен сначала вам рассказывать теорию вперемешку со схемами, объяснять, что, как и что я делал. Ну, как видите, на поверку все логично и вполне объяснимо. И те даже и такие вопросы, которые возникают, сильные сомнения, они легко объясняются, что я и сделал в этом видео. Надеюсь, всех удовлетворил. И вот, в заключении хочу еще раз вас всех поблагодарить. Тех, кто, смотря мои ролики, кликает на рекламу, это мне большая поддержка. Так что, друзья мои, всем спасибо. Ну и вот, хочу еще сказать, что посижу, конечно, сделаю схемы, подумаю, как это выложить в более таком доступном, легком виде. Ведь, вы знаете, простая электронная трубка от телевизора, да, она конструктивно простая, там колба и 4 отводящих электрода. А вот сама схема, которая выдает на нее изображение, она очень сложная. Так и здесь, вроде бы простой гравелет, да, вот попробуйте его настроить. Сделать так, чтобы подогнать все параметры и запустить. Я говорю, что сам этим занимался долго и нудно. Так что вот такие вот дела. Но еще в заключение хочу сказать, многие мне тоже говорят, мы тебя уважали, пока ты Гребенниковым занимался, а когда вот скатился до таких вот экспериментов, все, мы разочаровались. Ну, друзья мои, я занимаюсь, иду параллельными направлениями, я изучаю и Гребенникова, и Шарля, и Серла, и все прочее. И я вижу аналогию в этих экспериментах. У одного Серла и Шарля, они подобные. Они даже немножко напоминают этот нацистский проект «Колокол». Я его тоже хочу повторить, попробовать. Также я занимаюсь экспериментами Хатчесона. Хочу тоже их проверить и повторить. Но он, конечно, скрывает, как он делал, но я все равно зацепился. Есть такие зацепки в видео, он оставил. Также хочу попробовать сделать этот летательный аппарат Игнатова. Этот ученый погиб, когда он вез свои чертежи своего гравитационного устройства в Москву. Он найден был мертвым в поезде, без портфеля, саквояжа. Его дочка сказала, что он вез вот эти чертежи. Но там у него осталась схема в интернете, я тоже ее хочу попробовать и сделать. И я вижу многие аналогии. Знаете, моя наблюдательность, это мой, как говорится, конек. Я вот понял многие такие вещи, которые никто не понял. Так что об этом я расскажу так, по чуть-чуть в следующих своих роликах. Так что я иду параллельными курсами, разные пробую эти проекты. И Гребенникова, и Шарля, и Серла, и я еще попробую Игнатова. Я вижу в них кое-что общее. Так что, знаете, изучая одно, выходишь на другие вот эти информационные системы. Так что, как говорится, пошел по грибы, нашел еще и ягоды. Так что я думаю, что я правильно иду, изучая все разные направления. И оно, кстати, мне помогает. И все результаты уже есть. Ну, а на сегодня хочу откланяться. Думаю, надеюсь, было интересно. Оставляйте комментарии. Ой, чувствую, сейчас опять говно польется. Ну, хочу предупредить, что те, кто матюкается, у меня там есть отдельные фильтры. Их, как говорится, туда компьютер отправляет весь этот биомусор, который ничего не может, только вот критиковать, тупые маты. Они у меня в специальном этом отделе ячейки компьютера. Так что вот, постарайтесь без мата. Давайте критику, но я ее готов выслушать. Что-то хотите попробовать, пишите в комментариях, я отвечу. Может, не сразу, но постараюсь. Итак, на этом прошу всех меня извинить и откланяться. С вами был Алексей и технологии из гаража. Так что всем пока-пока.